Всем привет! Это канал Turkitchen. В этом видео я покажу, как приготовить фокаччо. Это нежный воздушный хлеб с хрустящей корочкой, который легко приготовить, и он точно не оставит вас равнодушным. Для этого рецепта нужно использовать муку тонкого помола 2:0. В миску насыпаю и просеиваю муку 900 грамм. Теперь сюда в муку добавляем 720 мл воды. Это получается тесто 80% гидратации. 3 грамма быстродействующих дрожжей. Это при условии, что я буду делать холодную ферментацию 24 часа. Если вы хотите сделать хлеб быстро, тогда вам нужно использовать больше дрожжей. Примерно 5-7 грамм вместо 3, которые использую я. Соль 22 грамма. Теперь силиконовой лопаткой или рукой начинаем перемешивать все ингредиенты. Сейчас нам надо, чтобы ингредиенты объединились в общую массу. Теперь добавляем 45 мл масла и дозамешиваем тесто уже руками. На данный момент наша основная задача — это просто полностью объединить ингредиенты. Тесто сейчас будет очень жидким, и замешивать его в классическом стиле в домашних условиях будет нереально. Поэтому и называется это тесто без замеса. Когда у нас образовалась вот такая вот однородная масса, я еще чуть-чуть тесто пособирал со стенок, сейчас нам нужно будет его просто затянуть пленкой. Я для этого край миски смачиваю чуть-чуть водой. И в таком виде оставляем на полчаса на столе. И затем у нас будет 3 этапа складывания теста, о которых мы поговорим дальше. Полчаса прошло. Именно сейчас происходит процесс автолиза. Руки смочил водой холодной. И теперь начинаем процесс складывания. Нам нужно взять тесто с одной стороны, вытянуть его и положить в другую сторону миски. И так продолжить с каждой из 4 сторон. Такие складывания помогают развиваться нашему тесту, делая его более сложным, более прочным. Таким образом, делая складывание, мы заменяем процесс замеса. То есть это как бы аналогичный процесс. И теперь снова мы накрываем пленкой и оставляем тесто еще на полчаса. Полчаса прошло, делаем вторые складывания. Снова мочу руки холодной водой и начинаю складывание сначала с одной стороны, затем с другой. Тесто уже стало прочнее, уже не так легко рвется. Снова накрываю пленкой и оставляем на последние полчаса. Очередные полчаса прошли. Приступаем к этапу, к 3-му и последнему складыванию. И теперь тесто максимально прочное. После того, как мы сделали 3 этапа складывания, теперь нам нужно будет поместить тесто на холодную ферментацию в холодильник на 24 часа. Тесто у нас увеличится примерно в 1,5 раза, поэтому выбирайте подходящую емкость для этого. В данном случае я буду использовать вот такой бокс. Емкость для расстойки нужно будет смазать маслом. Это для того, чтобы затем тесто легко вышло из емкости. Укладываем тесто в бокс, я его слегка подвернул. И теперь смачиваем край бокса водой. Опять же, для того, чтобы накрыть пленкой. Почему? Потому что этот бокс в данном случае у меня не герметичный. Если у вас бокс герметичный, пленкой закрывать не обязательно.
И теперь убираем тесто на 24 часа в самую нижнюю часть холодильника, где прохладно. И увидимся позже. Друзья, я напоминаю о том, что канал можно поддержать финансово. У кого есть возможность и желание, буду только рад. Ссылки под видео. Наступил следующий день. Тесто я достаю из холодильника и оставляю прямо на столе примерно на 2-3 часа для того, чтобы оно прогрелось. Оно не должно быть слишком холодным. Сейчас у меня на кухне не очень тепло, где-то 21-22 градуса, поэтому это скорее 3 часа. Летом это скорее 2 часа. Тесто прогрелось. Как мы видим, оно уже начинает потихонечку увеличиваться в объеме. Это уже говорит о том, что температуру достаточно хорошо тесто набрало. Открываю его. Красота. Подготавливаем емкость, в которой будем запекать фокаччо. В данном случае у меня вот такой вот противень. Он стандартный. Его нужно тоже смазать маслом. Теперь нам нужно аккуратно вывалить это тесто сюда в противень. Если вы взяли подходящую емкость и хорошо смазали маслом, то, как видите, тесто само с него выйдет. Может быть, нужно будет чуть-чуть помочь. Ну вот, без проблем вообще. Все. Нам желательно его руками сильно не давить, для того, чтобы оно сильно не деформировалось. Теперь я смочил холодной водой руки, и нам нужно растянуть это тесто по форме нашего противня. Данный рецепт уже рассчитан непосредственно под этот противень. То есть, если вы будете делать на более маленький, вам нужно будет сократить количество. И теперь вытягиваем тесто для того, чтобы оно поместилось на всю площадь противня. И теперь нам нужно, чтобы тесто прошло финальную расстойку, то есть еще где-то 1,5-2 часа примерно. Оно должно еще увеличиться где-то в 1,5 раза после того, как мы его растянули. Тесто нужно накрыть. В данном случае я накрываю вторым таким же противнем. Если вы это делаете в другой форме, то это пленка, полотенце, либо что-либо другое, чтобы тесто не обветрилось. Итак, время расстойки закончилось. Сейчас уже ставлю греться духовку на режим вверх-вниз 230 градусов, без конвекции. Следующий этап. Нам нужно сделать характерные выемки пальцами внутри теста, для того, чтобы создать типичную структуру фокаччо. Для этого сначала чуть-чуть тесто сбрызнем сверху маслом. И немножко смажем руки. И теперь начинаем надавливать тесто пальцами, вот таким образом. Сверху посыпаем солью. Если у вас есть крупные, отлично. У меня нулевого помола. Это создаст определенный хруст и вкус теста. Также фокаччо очень часто добавляют различные ингредиенты. Наверняка вы видели там оливки, вяленые томаты, любые специи, розмарин, тимьян. Вообще сюда добавлять можно что угодно. Сегодня я делаю базу, просто хлеб. Духовка нагрелась, закидываю хлеб в духовку. И минут на 20-25 примерно оставляем тесто запекаться. — 25 минут прошли.
И наша коста готова. Сейчас 10 минут нужно будет подождать, пока хлеб чуть-чуть остынет, и затем его можно будет извлекать из формы. И теперь нам нужно скинуть хлеб на решетку, для того, чтобы он остыл и не появился конденсат. Ну вот и все, хлеб остыл, и его можно резать. Какой обалденный хлеб получился. Запах. Он супер легкий, нежный. Но сравнить его с подовым хлебом, подовый более тяжелый. Там больше муки идет, меньше воды. Здесь больше воды идет. За счет этого очень легкий хлеб. Мякиш, гладкий такой. Вообще класс. На бутерброды, на сэндвичи какие-то. Вообще шикарно. Друзья, ну а на этом все. Кому это видео было полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и пишите внизу комментарии. Пока!